Друзья, суда возле Ормудского пролива стоят. Никто не двигается, никто не заходит, никто не выходит. Почему? Для многих это очевидная причина, потому что там ведутся боевые действия, но я предлагаю взглянуть несколько глубже, потому что причина на самом деле не единственная. Не только потому, что ведутся боевые действия, и судовладельцы сильно переживают за свои суда и за свои экипажи, которые работают на этих судах. Есть еще одна причина, которая гораздо глобальнее, чем та, о которой я вам только что сказал. Для тех, кто меня не знает, меня зовут капитан Максим, я практикующий капитан с 10-летним уже капитанским опытом и имею непосредственный опыт работы в Персидском заливе. Вы на канале Максмастер, меня еще раз зовут капитан Максим, предлагаю вам усаживаться поудобнее, сейчас будем разбираться, что там происходит, давайте начинать, полный вперед, поехали! Большинство жителей этой планеты не знали, где этот Ормузский пролив находится, пока не случилось то, что случилось, пока там не начались боевые действия между Ираном, Израилем и США, ну и охватили непосредственно Персидский залив, этот пролив, а также прилегающие территории. Как показывает практика, пока что-то плохое не случится, люди особо и не интересуются расположением того или иного объекта. То же самое было, как вы помните, с Суэцким каналом, когда огромный контейнеровоз компании Evergreen, который называется Ever Given, перегородил его на несколько дней. Тогда люди понимали, что где-то есть какой-то Суэцкий канал, но особо никто не интересовался им. Да? Ну а когда перегородил контейнеровоз проход по этому самому Суэцкому каналу, что повлияло глобально на мировую экономику, тогда потери составляли 9 миллиардов долларов в сутки, а канал был перегорожен более чем на неделю, и все начали интересоваться, где же этот канал находится и так далее. То же самое сейчас происходит с Ормузским проливом. Ормузский пролив — это важнейшая артерия шириной примерно 60 километров, которая соединяет Персидский залив с Аравийским морем с его восточной стороны. Но там же есть и Оманский залив. Через этот пролив проходила около 30% мирового экспорта нефти, а также около 20% мирового экспорта природного газа, потому что в Персидском заливе, как вы знаете, идет очень крупная добыча. Там его добывать легко, относительно легко других мест. Поэтому контроль этого пролива — это стратегически важное действие. И 28 февраля, после начала боевых действий, было опубликовано вот это сообщение, которое прозвучало на 16-м канале УКВ диапазона, то есть 16-й канал — это тот канал, на котором общаются суда мирового торгового флота между собой. Это канал общей связи. И как раз на 16-м канале прозвучало вот это вот сообщение. This is Sepah Navy, Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps Navy. From now on, all navigating through the Strait of Hormuz is forbidden. No ship in every type is not allowed to pass from a Strait of Hormuz till next notice. This is Sepah Navy. Out. Это сообщение было опубликовано корпусом стражей Исламской революции, военно-морские силы Ирана. Из него мы можем сделать вывод, что они запрещают проход через Ормузский пролив, как на вход, так и на выход из Персидского залива. Имеет ли это сообщение какую-то юридическую силу? Нет, не имеет, потому что нельзя просто так взять и закрыть проход через Ормузский пролив. До того, как начались боевые действия, через него проходило в день от 120 до 150 судов в среднем. И уже 28 февраля, в день публикации этого сообщения, трафик резко начал снижаться и составил 90, именно на 28 февраля, 98 судов через пролив прошли. 1 марта прошло 18 судов, 2 марта 7 судов и 3 марта одно единственное судно прошло через Ормузский пролив. То есть трафик очень сильно снизился, как мы видим, на 99%. На 4, 5 и на сегодняшний день, на 6 марта у меня информации пока нет, но я уверен, что сильно ситуация там не поменялась. Но это мы видим те суда, которые проходят с включенным АИСом, то есть Automatic Identification System, Transporter, система, которая определяет местоположение судна, у них работала. Возможно, какие-то суда просочились, да, так сказать, с этой выключенной системой. Скорее всего, нет. Сервис Marine Traffic, в свою очередь, опубликовал вот это видео, из которого видно, что
в диапазоне между 27 февраля и 4 марта очень сильно снизился трафик именно в Ормузском проливе. Здесь отображены только контейнеровозы. Вот эти вот зеленые силуэты, да, судов, это контейнеровозы. И здесь видно, что трафик сначала был довольно-таки внушительным и с 28 числа очень сильно упал. Суда, которые обведены желтым таким кругом, это суда, которые стоят outside, то есть за пределами Ормузского пролива в Оманском заливе. Также видно суда, которые обведены красным кругом, это те суда, контейнеровозы, которые стоят внутри Персидского залива. Где-то, мне кажется, это рейд Джебел-Али. Ну, Джебел-Али — это порт возле Дубая. Трафик катастрофически снизился. И после того, как было сделано это объявление, возвращаясь обратно к нему 28 февраля, суда некоторые все-таки, как мы видим, да, из таблицы, что 98 судов в тот день еще проходили, и некоторые суда были подвержены в тот день уже атакам посредством водных дронов, воздушных дронов, а также исходя из пресс-релизов, которые публикуют судоходные компании, они используют слово projectile. Projectile может означать, что это какой-то летающий снаряд, это может быть ракета. Естественно, из артиллерии по судам никто палить не будет. Это, скорее всего, какой-то летающий либо дрон, либо ракета. Помимо того, что были атакованы суда, которые находятся в непосредственной близости от Ормузского пролива, были атакованы суда, которые находятся на северо-западе, на северо-северо-западе, я бы даже сказал, Персидского залива, возле Кувейта. Там есть очень много нефтяных полей. Я непосредственно там работал возле этих нефтяных полей. Мы заходили на контейнеровозе в Ирак. И там, когда заходишь в этот Каср, вы сначала следуете по каналу, и очень хорошо видно эхо американо-иракской войны. Там прямо танкера, притопленные под водой, настройки возвышаются над водной гладью. Ну, очень все это грустно. И вот в непосредственной близости от этих нефтяных полей 4 марта 2026 года был атакован танкер. 158 тысяч у него ДДВ, 274 метра в длину. Называется он Sonangol Namib. Атакован он был вот на этом видео, к сожалению, плохого качества. Другого у меня видео нет. Я взял это видео с сайта Shipwreck Log. Видно, что в его левый борт его атакует надводный дрон. И после того, как атака произошла, вот такое вот повреждение получил танкер. Огромная пробоина находится ниже ватерлинии после этой атаки. Ватерлиния, для тех, кто не знает, проходит вот как раз там, где заканчивается вот эта вот красная краска, начинается черная. И как раз вот на месте соединения вот этих двух цветов это и есть ватерлиния судна. То есть это максимальная его осадка после того, как оно будет загружено. Максимально допустимая осадка. И здесь гораздо ниже ватерлинии, то есть понятно, что танкер был пустым. Он ожидал, скорее всего, постановки то ли к причалу, может быть, к терминалу, который находится где-то на нефтяных полях. Он ожидал погрузки, но не дождался, был атакован дроном. Кстати, никакая организация не взяла на себя ответственность за эту атаку. Но это произошло 4 марта, то есть буквально позавчера, 2 дня назад. А в тот день, когда было сделано вот это объявление о том, что Ормузский пролив закрыт для судоходства, в тот же день несколько судов попытались после того, как прозвучало вот это объявление, пройти или подойти к Ормузскому проливу, и также были атакованы. По сообщению от United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO, это та организация, которая, вот, кстати, реагирует на все вызовы, если вас атакуют пираты недалеко от берегов Сомали. Та организация, которая собирает информацию, у них есть своя разведка, они публикуют постоянно пресс-релизы, какие где атаки были на суда непосредственно в этом регионе. Также они предоставляют информацию капитанам судов для безопасного прохождения того или иного участка, предупреждая, что там были замечены пираты или какие-то подозрительные действия, дроны и так далее. И, кстати, до сих пор в Персидском заливе, также в Красном море, в Баб-эль-Мандебском проливе, в Ормузском проливе очень сильно действует так называемый спуфинг. Это подмена GPS-сигнала, когда судно может получать неправильный сигнал со спутника, да, который подменяется, тем самым
на электронной карте отображается его неправильное положение. Поэтому, когда занимаются моряки навигацией в этом регионе, нужно очень тщательно анализировать, где на самом деле ваше судно находится. Ну, не только посредством GPS, но также мы применяем другие методы определения положения судна, в том числе по пеленгу дистанцию. Ну, для этого желательно находиться недалеко от какого-то объекта, за который можно зацепиться, с которого можно взять пеленг и поставить свое положение. Так вот, 28-го были атакованы 3 судна. Одно из них, танкер Skylight, флаг Палау, был поражен в 5 морских милях от полуострова Мусандам в территориальных водах Омана. Ранения получили 4 моряка. Позже, опять же, United Kingdom Maritime Trade Operations сообщили еще о 2 инцидентах. Один из них произошел у берега Рас-Аль-Хейма, это совсем недалеко, опять же, от Дубая, Объединенные Арабские Эмираты. И еще один в 50 морских милях к северу от Маската. Тогда было атаковано судно MKD Viom. Оба этих судна получили повреждения, но тем не менее смогли сохранить ход. Вообще, с момента начала боевых действий очень много судов были атакованы, и я не вижу смысла разбирать каждый из этих эпизодов, потому что тогда этот ролик можно растянуть на несколько часов. Немножко позже, в конце ролика, я еще вернусь к нескольким инцидентам, когда были атакованы суда. А конкретно сейчас я хочу вам рассказать свои мысли по поводу того, почему суда не проходят через Ормузский пролив. Это, собственно, и идея, почему я решил снять этот ролик. После того, как все это началось, я начал мониторить ситуацию, читать пресс-релизы различных судоходных компаний, также анализировать то, что публикует UKMTO и остальные организации. Понятно, что судоходные компании говорят о том, что они заботятся о благосостоянии своих судов, а также о грузе, о людях, об экипажах на этих судах и так далее. Но есть еще такое понятие, как страховка. И здесь мы подбираемся к очень интересному моменту. Смотрите, если проанализировать вот этот вот непосредственный скрин, который я взял с сайта Marine Traffic, то мы видим, что вот здесь вот есть большая якорная стоянка. Красные точки — это все танкера. Пустые или полные, здесь уже для каждого конкретного случая надо рассматривать. Но на входе в Ормузский пролив, то есть Персидский залив, как правило, стоят пустые танкера, потому что они как раз заходят в Персидский залив для того, чтобы взять там груз. На выходе из Персидского залива, вот на вот этой якорной стоянке, стоят танкера уже с грузом. То есть они зашли, загрузились, в Катаре, в Саудовской Аравии, в Эмиратах, в Ираке, в Кувейте. В общем, где-то они взяли груз и, собственно, должны выйти для того, чтобы проследовать в порт выгрузки, где бы он ни был. Китай, Индия, Европа, США и так далее. Так как закрыт Ормузский пролив, они этого сделать не могут. Логично подумать, что из-за того, что они боятся атаки. Да, это так, это абсолютно верно, но есть еще одна более интересная причина. Смотрите, каждое судно страхуется. Стандартная ставка страхования до начала всех вот этих событий — это 0,15-0,25% от стоимости судна. То есть, если судно стоит $100 миллионов, да, вот сумма его страхования — это 0,15-0,25% в зависимости от страховой компании, в зависимости от состояния судна и так далее и тому подобное. Флага, ну, там очень много факторов. После того, как начались боевые действия, 1 числа Ассоциация страховщиков, а подавляющее большинство мирового флота страхуется так называемым P&I клубом, членами этого клуба. То есть есть какие-то страховые компании, которые входят в этот клуб, и вот это вот 90% мирового флота страхуется вот этим P&I клубом и членами, которые входят в этот клуб. 1 числа, 1 марта 2026 года, некоторые из членов этого P&I клуба выкатили нотис, опубликовали, то есть такое объявление для своих клиентов, что ставка страховая для судов, которые работают в этом регионе, будет повышена с 0,15-0,25 от 1 до 3%.
То есть в несколько раз. Было 0,15, 0,25, станет от 1 до 3%. Почему от 1 до 3? Ну, потому что для разных судов будет разная ставка. Опять же, в зависимости от флага, от состояния, ну и так далее и тому подобное. Очень много нюансов. То есть страховка будет повышена в несколько раз. Ну и даже не это самая такая интересная причина. Когда происходит с судном, где бы оно ни было, да, какой-то инцидент, который предполагает выплату по страховке, то страховая компания эту страховку выплачивает. Будь то там инцидент, не знаю, в США, в Европе, в Китае, во Вьетнаме, неважно где. Страховая компания со временем выплатит эту страховку, которую она должна выплатить. Есть страховка, в том числе и war risk, то есть страховка на состояние войны. Такая страховка тоже присутствует. И здесь самое интересное, что когда случается где-то это с периодичностью, ну, даже если возьмем раз в неделю, в разных частях света. Вы знаете, что аварии, если вы смотрите мой канал, что аварии периодически случаются. И когда они случаются там, раз в неделю, раз в 2 недели, раз в месяц, то страховая компания это сильно не ощущает. Они, выполняя свои обязательства, выполняя страховку, судовладелец получает деньги, проводит ремонт и так далее. И все дальше работает, система работает, все крутится, все суда ходят. Но в данном конкретном случае очень много судов стоит как за пределами Персидского залива, так и внутри. И если сейчас они все одновременно начнут движение, пойдут по пунктам своих назначений, окажутся в Ормузском проливе, даже если они разойдутся, все это не вопрос, навигация, все нормально. Но если они будут атакованы одновременно все и повреждены соответственно, потому что у Ирана есть очень много ресурсов, которыми, в принципе, можно такую атаку провести, я думаю. Это огромная страна с огромным военным потенциалом. И если одновременно столько судов получат повреждения, то страховые компании обязаны будут эти повреждения по страховке покрывать. В таком случае страховые компании могут просто обанкротиться, потому что денег в этом P&I-клубе, а у них есть общий пул денег, общий объем, который постоянно крутится, да, потому что страховые случаи постоянно случаются. И, в принципе, денег, чтобы покрыть все эти страховые случаи, просто-напросто не хватит. Это приведет к банкротству страховых компаний. А страховые компании, когда страхуют какое-то судно, страхуют еще и себя для того, чтобы в случае выплаты страховки тоже получить выплату на эту страховку. Есть компании страховые, которые страхуют страховые компании. И тогда это приведет к тому, чтобы обанкротиться и страховая компания, и, возможно, компания, которая страхует страховую компанию. В общем, это будет такая цепочка банкротств, которая никому не нужна. Поэтому, собственно, страховая ставка и повысилась несколько раз для того, чтобы себя обезопасить, да, получить сразу по страховке. Допустим, судно стоит 100 миллионов, и в случае, когда там страховка составляет 0,15, то это 150 тысяч долларов. Да? А так получается, что страховка будет 3%, а это уже 3 миллиона. И для того, чтобы снизить риск банкротства, вот как раз они повышают эту ставку. Исходя из моего анализа, но это опять же личное мое мнение, которое я никому не навязываю, не только причина в том, что может быть повреждено судно, груз, люди и так далее, окружающая среда, естественно, вследствие атак, потому что это разливы топлива, разливы каких-то жидкостей, пожары, много тоже будет неприятностей. Но помимо вот этого всего, страховые компании пытаются себя обезопасить, чтобы не обанкротиться в случае массовых атак на вот эти вот суда. Именно поэтому повышается страховая ставка. Не все судовладельцы захотят платить такую страховку, да, они будут ждать, пока ситуация более-менее нормализуется, тем, чтобы просто провести свои суда через этот Ормузский пролив, не платя такие большие деньги. 3% это очень большая страховка. Сейчас эта вся зона объявлена High Risk Area, а в High Risk Area действует вот такая вот страховая ставка. Не только в судах, и в людях, и в Грузии, и природе дело, но также и в деньгах. Ситуация на самом деле не очень хорошая для всех, потому что добыча нефти все еще продолжается. Хранилища наполняются, танкера, которые были внутри Персидского залива, если не все, то уже большинство из них заполнены. Нефть нужно будет куда-то девать, либо останавливать производство. А это очень большие деньги
очень большие потери этих денег, очень большая потеря прибыли. Соответственно, будет повышаться стоимость той самой нефти, того самого газа. И это мы уже ощущаем, потому что я просто по заправкам вижу, насколько сильно и быстро дорожает просто бензин, дизельное топливо, и газ и так далее. Вот такие вот, на мой взгляд, причины вот этой остановки судов, которые не проходят Ормузский пролив и которые ожидают дальнейших указаний от своих судовладельцев. И также, возможно, как-то они ждут, что эта ситуация нормализуется и в какой-то будет организован военный конвой, который обещали. Но военный конвой, я думаю, что организован. Если он и будет, то все равно очень опасно будет проходить этот Ормузский пролив. На мой взгляд, лучше дождаться, когда хоть как-то договорятся, чтобы провести безопасно эти суда. И вернусь, как я вам обещал, к последним атакам. У меня есть сводка, которая была опубликована организацией UKMTO, о которой я вам уже рассказывал, за 4 марта 2026 года. Но они делали summary за 3 и 4 марта. Смотрите, был опубликован warning номер 00926, что UKMTO получила сообщение об инциденте в 137 морских милях от Муската, это Оман. Капитан судна доложил о громком взрыве в непосредственной близости от судна, вследствие которого возник дым в воде. Судно и экипаж при этом не пострадали. Далее, судно Golden Oak, 3 марта 2026 года, 22:40 UTC. Не локальное время, а именно UTC. Опять же, UKMTO получила сообщение, что в 7 морских милях от Фуджейры, это Объединенные Арабские Эмираты, кстати, вот там вот большая сейчас якорная стоянка, и якорная стоянка там довольно глубокая. Там, если мне не изменяет память, мы там стояли лет 15 назад на якоре, я там был, там глубины что-то около 100 метров, довольно глубокая якорная стоянка. Так вот, там мастер судна Golden Oak доложил, что судно было атаковано каким-то летающим объектом, вследствие чего был поврежден корпус судна. Ни пожара, ни пробоины не было. Весь экипаж в безопасности. В тот же день, 3 марта, в 22:30 по UTC, то есть на 10 минут раньше, чем предыдущий инцидент, судно Libra Trader, там же, возле Фуджейры, но уже в 10 морских милях, предыдущий эпизод был в 7 морских милях, но это одна якорная стоянка, была атакована каким-то летающим объектом. Труба танкера получила небольшие повреждения, но никаких серьезных последствий это не вызвало, и экипаж и судно оказались в безопасности. На следующий день, уже 4 марта 2026 года, в 11:09 UTC, судно Sefin Prestige было вовлечено в инцидент в 2 морских милях к северу от Омана, когда проходило в восточном направлении по Ормузскому проливу. Контейнеровоз, именно вот этот Sefin Prestige, был атакован, скорее всего, дроном. Вследствие атаки возник пожар в машинном отделении. Весь экипаж был вынужден покинуть борт судна, но, слава богу, что никто не пострадал. И, как здесь заявляется, no environmental impact, то есть природа тоже не пострадала, не было разлива топлива. Последний из свежих эпизодов — это судно MSC Grace 4 марта 2026 года, 6:30 UTC. UKMTO получила сообщение о том, что это судно MSC Grace было атаковано, было вовлечено в инцидент в 20 морских милях от берега Дубая. Но тут, слава богу, никто не пострадал, ничего не прилетело в судно, просто они доложили, что заметили небольшой всплеск в непосредственной близости от себя. Вот такие вот новости на сегодняшний момент. Друзья, скажите мне, пожалуйста, уважаемые зрители, интересен ли вам вот такой формат, продолжает ли мне освещать то, что происходит в Ормузском проливе, или на сегодняшний день вот то, что я вам рассказал, вам достаточно. Это был мой анализ текущей ситуации, почему суда остановились, почему они не идут, и также несколько новостей об атаках на суда, которые работают в непосредственной близости от Ормузского пролива, стоят там на якоре или находятся внутри Персидского залива. Вам спасибо огромное за внимание.
Те, кто не подписался, но и вам интересна вот эта морская тема, подпишитесь. Постоянные подписчики, не забудьте нажать колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Еще раз я благодарен вам за внимание. С вами был капитан Максим. Вы были на канале Максмастер. Вопросы, комментарии, свои мысли пишите под этим роликом. По мере возможности я постараюсь на них ответить. Я на связи.